Привет, друзья! Давно не виделись. Целых 4 месяца я не выходил в эфир, и 4 месяца я не готовил никаких роликов. Но эти 4 месяца не прошли просто так. Эти 4 месяца я был занят экспериментом над собой. Ровно 4 месяца назад, а если быть точнее, 9 марта, я поставил себе цель к 12 июля, а 12 июля будет завтра, и это будет день рождения моей младшей дочери, я сброшу до 20 килограмм своего веса. Данный ролик не будет очередным роликом с мотивацией, который будет мотивировать вас на какие-то действия. Сделай это, ты можешь. Встань возле зеркала и скажи: я это могу. Не-не-не, я совсем не там. Я считаю, что для того, чтобы сделать какое-то изменение, для того, чтобы изменить что-то в нашей жизни, нужно 2 комплектующих. Причем эти 2 комплектующие должны быть вместе, соблюдаться вместе. Итак, первое – это цель. Поставьте себе цель, которую вы хотите для себя, не для кого-то, не вот я хочу, чтобы у всех было что-то хорошо. Это все замечательно. Поставьте цель для себя, чего вы хотите для себя, чего вы давно желаете, но как бы никогда до этого не доходило рук. Итак, первое – это поставить цель. Вы помните, в сказке «Алиса в стране чудес» есть такой момент, когда Алиса спрашивает у чеширского кота: дорогой чеширский котик, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь. Тогда все равно, куда идти. Итак, самое важное и самое первое, что нужно сделать, это определить цель, чего вы точно хотите, чего вы хотите добиться, что вы хотите изменить. Это первое. Второе – это движение. Недостаточно просто желать, недостаточно просто хотеть чего-то. Помимо того, что ты чего-то хочешь, нужно делать какие-то действия. Желательно делать действия простые, маленькие, легкие. Чем легче будет первое действие, которое вы будете делать, чем легче и чем проще она будет, и, кстати, короче по времени, и легкое в произведении этого действия, тем легче ваш организм будет с ним справляться. Итак, я поставил цель. Моя цель была спустить около 20 килограмм за 4 месяца. Дата была определена. Дата 12 июля – это день рождения моей дочери. В этот свой день рождения она попросила один определенный подарок. И я решил, что этот подарок мы с ней сделаем вместе. Я не просто подарю ей то, что она хочет, но мы вместе пройдем этот путь. А для этого нужно было похудеть на 15, но я поставил себе цель похудеть на 20 килограмм. Итак, как видите, идея не сложна, как бы задумка не такая сложная. То есть цель большая, нужно похудеть на 20 килограмм. С другой стороны, есть 2 простых шага, которые нужно соблюдать. Во-первых, нужно каждое утро выходить на пробежку. Это может быть пробежка, это может быть ходьба быстрая, неважно. Нужно делать это каждый день, постоянно, без всяких отговорок, почему да, почему нет. Надо, и ты идешь, надо, и ты идешь. Через боль, через хотение, через нежелание, через желание не делать этого. Ой, как много желания есть такого не делать. Но ты встаешь и выходишь, встаешь и выходишь, встаешь и выходишь. Говорят, любое действие, если делать его в течение 21 дня, оно переходит в привычку, и ты как бы уже не можешь без него. Честно, я очень хорошо обхожусь без бега. Я очень хорошо обхожусь без него. И сказать, что я получаю от него большое удовольствие, нет. Я вообще не получаю от бега удовольствия. Но я получаю удовольствие от того, что я двигаюсь к своей цели. А цель у меня того стоит. Очень многие говорят о том, что
что для того, чтобы добиться какой-то определенной цели, должен быть человек с сильным стержнем, человек должен быть мотивирован чем-то. Мотивация – это самая главная мотивация. Друзья, мотивация – это очень красивое слово, это очень красиво звучит, может быть. Но на самом деле любая мотивация проходит очень быстро с тем, что тело, наш мозг сопротивляется к любому изменению. Любое изменение в нашем поведении, любое изменение в наших действиях, наш мозг реагирует как опасность. И он тебе говорит: не делай этого. Почему? Зачем? Он сразу начинает тебе находить 1000 причин, почему это не нужно делать. Ты уже взрослый, тебе 46 лет, колени будут болеть, у тебя больная спина, ты пройдешь... Кстати, я перенес 2 операции на спину. У меня 1 операция на нижней части спины и 1 операция на шейных позвонках. То есть 2 операции. Куда ты бежишь? Не делай. Для того, чтобы избежать вот этого конфликта между вами и вашим мозгом, который вас постоянно останавливает от каких-то изменений, от каких-то перемен, это нужно делать в тот момент, когда мозг еще не проснулся полностью, когда мозг еще не успел на это отреагировать. Поэтому 2 способа совладать или 2 способа решить проблему с мозгом, который пытается предотвратить любое изменение, это либо делать шаги настолько простыми, настолько маленькими, настолько легкими, что мозг не определяет в этом какую-то опасность. Это первое. Второе – это делать в то время, пока мозг еще не проснулся. Точнее, когда мы просыпаемся, первые минуты нашего пробуждения происходит то, что мозг начинает просыпаться, реагирует на то, что происходит, и сразу впитывать в себя ту информацию, которую ты ему задаешь. Поэтому утром, проснувшись, в моем варианте, проснувшись утром, надев кроссовки, спортивную форму и выйдя из дома, мозг не успевает сообразить, что я пытаюсь что-то изменить. Я просто беру его. Сначала я это делал с собакой, кстати. Я брал Лаки и выходил, как бы обманывая себя, я выхожу на прогулку с Лаки. Но Лаки у нас девушка уже пожилая, ей уже 14 лет, 13 лет, и она не любит бегать, поэтому она отходила от дома на 50 метров и возвращала меня домой. Я понял, что этого делать не буду, я оставлял Лаки дома и выходил на пробежку. Первое действие, как я сказал уже, это должно быть маленькие шаги. Маленькие, но постоянно. Мотивация – это красиво, но мотивация – ничто, если вы не подпитываете ее постоянным движением. Постоянное движение к вашей цели. Только движение к вашей цели приведет вас туда, где вы хотите быть. Сделайте ваши шаги простыми и доступными. Сделайте их такими, которые вы сможете соблюдать каждый день. Каждый день по чуть-чуть. По чуть-чуть, но постоянно. Первые 6-8 килограмм уходят довольно-таки быстро. Они уходят за неделю, максимум 2 недели. Это не жир, это лишняя влага. Ваше тело осушается. Оно отпускает лишнюю влагу. И может показаться фейковым результатом. Вау, я похудел на 8 килограмм. Не-не-не, ребята. 8 килограмм – это первые килограммы, которые уходят с влагой. Если вы перестаете делать вот эти движения каждый раз, они очень быстро возвращаются обратно. Но и влага не уйдет, если не будет определенного нагрузки на тело. То есть, либо вы делаете, то есть вы должны потеть, вы должны напрягаться, вы должны, чтобы ваше тело входило в стрессовое состояние. Иначе, если телу комфортно, если тело не напрягается, то, в принципе, изменения, может быть, и происходят, но очень медленно. Теперь о завтраке. Завтрак тоже должен быть сбалансированным. Если вы будете употреблять жирную пищу на постоянной основе и не добавлять достаточно белка, то думаю, что изменения тоже будут очень медленные. То есть
во всем должен присутствовать какой-то баланс. Моя практика показала, что большая миска зеленого салата, я обязательно добавляю лимон, обязательно, но это уже, как говорится, по вкусу. И я каждый раз чередую. Салат у меня без масла, обычно я не добавляю оливковое масло. Вот. Но я чередую 2 раза в неделю, я добавляю авокадо. Вы можете вместо авокадо добавить масло, неважно какое. То есть, опять же, я добавляю масло, но не в каждый прием пищи. Второе обязательное, точнее, второй ингредиент обязательный в моем завтраке – это 2 вареных яйца. Кстати, яйца не важно, вы можете их отварить, вы можете их пожарить. Это уже на ваше усмотрение. Я выбрал вареные яйца и один маленький лайфхак насчет вареных яиц. Яйца желательно, чтобы были сварены не вкрутую, чтобы желток оставался таким, ну, не в смятку, но не слишком жестким. Когда желток слишком жесткий, то он теряет много из своих полезных качеств. Поэтому желток желательно, чтобы был не совсем вкрутую, чтобы он был такой, знаете, как, ну, скажем так, не жидкий, но и не твердый, а такой средний. Ну и, конечно, очень важно это не переедать. Конечно, количество употребляемой еды – это тоже очень важный фактор. Вот, поэтому, поверьте мне, если вы будете готовить в каждом приеме пищи, будете добавлять миску салата, вы 100% будете есть вкусно, полезно, питательно и не слишком много жирной пищи. А все остальное добавляйте как вы хотите, сколько вы хотите. Вам это будет в любом случае вкусно. Ну что, друзья, наш ролик подходит к концу. И я надеюсь, что он был вам полезен. Итак, давайте пройдемся по тому, что самое важное в преодолении цели. Первым делом поставьте цель, определите шаги и двигайтесь в этом направлении. Постоянно двигаться в том направлении, которое ведет к вашей цели. Удачи! Ах да, я же не ответил на главный вопрос. Добился ли я своей цели? Итак, прошло 4 месяца. Начал я с того, что я весил 106 килограмм. 106 килограмм. Фотка 9 марта, 10 марта. 106 килограмм. Сегодня я вешу 88,5 килограмм. 18 килограмм чистого весу ушло. За 4 месяца 18 килограмм. 18 килограмм. 18 килограмм. 18 килограмм. Друзья, идите к своей цели. Удачи вам!